Друзья, снова приветствую вас на канале Разводня как хобби. Сегодня мы проведем обзор разводни, посмотрим на аквариумы, я расскажу, какие аквариумы, какого объема, расскажу, каким образом организована аэрация, фильтрация, обогрев, а также бесперебойная работа разводни в случае, когда по каким-то причинам отключается подача электроэнергии. Итак, поехали. Значит, на разводне аквариумы сейчас находятся на двух ярусах, на третьем и на втором. На первом ярусе находится только фильтрационная установка, то есть так называемый САМ, который проводит фильтрацию воды, которая есть в этих аквариумах. Значит, вот эти вот аквариумы, два, которые стоят вот здесь вот на левой стойке, на третьем ярусе. Значит, размер этих аквариумов 75 сантиметров длина, 50 ширина, 30 высота. Общий объем 112 литров. Ну, считаем там где-то сантиметр, полтора сантиметра не долито до верха, ну, где-то 100 литров эти два аквариума, по 100 литров. Значит, далее идем. Здесь у нас аквариумы с тернецией, с красавицей. Размер этого аквариума 70 сантиметров длина, 45 ширина и 40 высота. Общий объем воды 140 литров. Такой же аквариум вот здесь с тернецией, такой же 140 литров. Значит, между ними аквариум, в котором находятся гуппи, объемом 100 литров, и размер его длина 50 сантиметров, ширина 50 и высота 40. Ну, такой квадратный аквариум. Итак, справа у нас на третьем ярусе, вот я внизу написал размеры этого аквариума: 70 длина, 40 ширина и 40 высота. Тоже объем 112 литров. Если на противоположной стойке на третьем ярусе там высота 30 сантиметров аквариум, то здесь высота 40. И вот этот рядышком аквариум такой же объем 112 литров. Ну, не долито там буквально сантиметр до верха, ну, считайте, 110 литров, 105 литров здесь есть. Итак, на втором ярусе у нас вот здесь представлено 4 одинаковых аквариума. Объемом они по 80 литров. И размеры 50 сантиметров длина, 40 ширина и 40 высота. Вот все эти аквариумы такого размера. Общий объем, вернее не общий, а объем каждого аквариума 80 литров. Очень хороший объем для подращивания малька с самого маленького размера. Итак, далее идем. Справа здесь на втором ярусе представлены 4 аквариума объемом 40 литров. Размер их: длина 40 сантиметров, ширина 25 сантиметров и высота 40. Прекрасные 40-литровые аквариумы. Здесь находится у меня в них производители тернеции разноцветной и данио. Плюс живут подростки анциструсов. Общий объем воды на третьем ярусе и на втором ярусе в представленных аквариумах 1300 литров. То есть объем системы аквариумов 1300 литров. Плюс 100 литров еще находится воды в сампе, то есть в фильтрационной установке, которая обслуживает аквариумы с таким объемом воды. Значит, самп состоит из 4 отсеков. Первый отсек — это приемный. Там стоят 2 мочалки.
которые задерживают крупные частицы мусора. Извините, конечно, что он такой замурзанный весь. Значит, во втором отсеке у нас находятся мешки с вулканической лавой, на которых поселяются бактерии и живут. Здесь тоже то же самое. Такие мешки, которые используют там для продажи лука, там картофеля. И в последнем отсеке находятся две подъемные помпы и ультрафиолетовая лампа. Значит, подъемные помпы вот такого типа. Одна из них мощностью 2800 литров в час. И мощность потребления 10 ватт. И вторая подъем воды, объем 4800 литров в час. Ну, 4500 пишет. И 30 ватт ее мощность. Плюс вот такая ультрафиолетовая лампа 9-ваттная для дезинфекции воды. Значит, также хочу сказать, что здесь в сампе также стоят два обогревателя по 300 ватт, которые обслуживают эту систему. Ну, аквариум на разводе находится в доме. Отопления у меня здесь в этом помещении нет. Но температура здесь примерно 19-20 градусов. То есть этих обогревателей двух хватает для того, чтобы поддерживать температуру в аквариумах примерно 23-25. Летом бывает даже 26 градусов. То есть температура приемлемая для жизни аквариумных экзотических рыбок. Рыбки себя чувствуют хорошо, хорошо растут. Вот даже у меня такой друг есть, рогатый, 15-сантиметровый, красавчик. Значит, система фильтрации как организована. Стоят две подъемные помпы, проведены вот такие для них из 32 трубы, трубы такие, которые заливают воду в каждый из аквариумов. Одна работает на второй ярус, а вторая работает на третий. Ну, соответственно, для слива воды сделаны вот такие просверленные отверстия в аквариумах. Вот здесь, например, вон там. Здесь вот так это сделано. Внизу вот так. Тут сбоку. И вода сливается. И вот по таким 5-сантиметровым, 50-миллиметровым трубам поступает вот сюда. Ну, здесь сделано слив по 32 трубе. Так, что у нас по аэрации? Значит, как вы видите, в каждом аквариуме стоит распылитель, который качает воду. Вернее, качает не воду, а воздух. Достаточно так хорошо. Вот. В каждом аквариуме есть. Плюс есть такие распылители вот здесь в сампе, в двух отсеках, для того, чтобы не образовывалась бактериальная пленка на поверхности вот этих вот отсеков с лавой вулканической. Ну, здесь понятно, в первом там и не будет пленки, потому что вода поступает. Здесь тоже постоянно она перемешивается. Ну, а в этих нужно, чтобы ее тоже перемешивали, пленка не образовывалась. Значит, работает на аэрацию у нас вот такой компрессор, один единственный, Atman 4000. Это не реклама, а просто я им пользуюсь. Значит, сколько у меня этих распылителей? Значит, 15 аквариумов этих, плюс 2 в сампе, плюс еще вот здесь у меня в нерестовиках от него, от этой системы, вон видите, с труб выходят такие краники.
Вот, то есть вот сейчас 25 распылителей. Достаточно легко справляется. Думаю, еще можно подключать столько же, не меньше. Ну, по параметрам этот аэратор дает на выходе 35 литров воздуха в минуту. Думаю, можно еще свободно подключать распылители. Ну и бесперебойное питание на разводне у меня поддерживает вот мой такой бесперебойник. 350 ватт мощностью. Работает во взаимодействии с вот таким аккумулятором. Аккумулятор 12 вольт 100 ампер часов. Мультигелевый. Он полностью закрытый. Предназначенный для работы в закрытых помещениях. Значит, хочу вам сказать такую вещь. За все время эксплуатации, уже больше 3,5 лет, он работает у меня на разводне. Значит, реально эта установка понадобилась мне 3 раза. Но в таком случае, когда света не было больше, чем сутки. Но это было летом, была поломка на линии, и он меня нормально выручил. Сейчас у меня есть электростанция, которая тоже может помочь в работе. Но, думаю, на разводне, на которой такое количество рыб, и которым нужна в первую очередь аэрация, ну и, конечно же, фильтрация. Если на сутки все это отключить, при такой плотности посадки рыбкам будет не очень хорошо. Воду менять можно запариться, если она есть, когда отключают свет. Бывает, что и воды нет. Значит, что запитывается, когда отключается свет? Значит, работает вот этот компрессор, 20-ваттный он, мощность его. Плюс 2 подъемные помпы, одна 10 ватт, одна 40 ватт. Это 60 ватт. И, возможно, работа еще газового котла, если это, например, зимой, 170 ватт. Этот бесперебойник с этим аккумулятором свободно, так сказать, тащут и поддерживают их работоспособность. Значит, лично проверял, если отключается свет и работает только 2 помпы и компрессор, работы этого до разряда этого аккумулятора проходит примерно 1,5 суток. То есть он работает, это если он работает беспрерывно. А если эту всю систему выключать на какое-то время, потом опять включать, то, соответственно, время будет продолжено. Друзья, вот такое коротенькое видео получилось. Решил его снять для того, что очень много новых подписчиков появилось. Возможно, они не видели эти обзоры такие ранее. Желаю вам всем успехов, добра, всего самого наилучшего. Кто не подписался, конечно, подписываемся на канал. У кого есть желание, становитесь спонсорами канала. Всем благодарю за поддержку. Пока.